13 долгих лет Уилл не знал ничего, кроме холодных прутьев и тусклого света. Металлическая клетка, окружавшая его, была покрыта ржавчиной, а к запаху примешивались запахи старой соломы и грязи. Помещение было таким тесным, что он едва мог повернуться. Это был не дом, это была коробка для дышащего призрака. Каждый день был похож на предыдущий. Каждый восход приносил еще больше унылых страданий. Уилл был еще молод, но долгое пребывание в ловушке высосало из него жизнь. Его золотистая шерсть выцвела, покрытая шрамами от многолетних принудительных выступлений. Кнут щелкал не для того, чтобы тренировать, а чтобы наказать, сломить его. Его ребра обтягивала истонченная кожа, и сколько бы он ни ел, чувство голода по-настоящему не проходило. В те ночи, когда толпа ревела громче всего, его опустошенность все еще отдавалась в нем все громче. Его рев, когда-то яростный и гордый, давно затих. Когда перед выступлениями они колотили по его клетке, пытаясь заставить его подняться, он почти не дергался. Из его горла вырывалось глухое рычание, но даже это казалось пустой тратой энергии. Время от времени люди останавливались и смотрели на него. Некоторые из них были детьми, глаза которых были широко раскрыты либо от страха, либо от странного сочувствия. Но хуже всего были его воспитатели, всегда ухмылявшиеся, всегда наслаждавшиеся тем, что они с ним делали. Он точно знал, чем закончится эта история. Однажды он просто перестанет двигаться. Голод, наконец, победит. Они будут тыкать в него, смеяться, когда он не отреагирует, а затем вытащат его тело, как мусор. И цирк поедет дальше, может быть, с другим львом, а может и нет. Он исчезал, как будто его никогда и не было. Но однажды вечером, когда небо вспыхнуло оранжевым и красным, что-то слабое шевельнулось внутри него. Не надежда, не совсем так. Просто шепот в его костях. Не сегодня. Сара была новенькой, просто худенькой молодой женщиной со спокойными глазами, которая еще не привыкла к окружающему ее уродству. Она заметила что-то в усталом взгляде Уилла, след жизни, который не угас окончательно. Пока другие насмехались над ним, она подольше оставалась у его клетки. Именно тогда ей в голову пришла идея, безумная и рискованная. Но это было все, что у нее было. И все же она совершила ошибку, заговорив об этом. Сразу же начались перешептывания. «Они поймают тебя. Ты разрушишь свою жизнь. Это глупо». Но Сара цеплялась за одну вещь. Ранчо дос Номос, святилище. Это место было единственным шансом Уилла. Он бы долго здесь не продержался. Затем наступила ночь. Дождь лил как из ведра, пропитывая все вокруг, заглушая шум и движение. Это было идеальное укрытие. Дрессировщики едва заметили, как она ускользнула. Их разум был затуманен дешевой выпивкой и утомительной рутиной. Сара, как тень, прошла мимо клеток. Когда она подошла к Уиллу, ее глаза встретились с его глазами. То, что она делала, было безумием. Если кто-нибудь поймает ее, прощения ей не будет. Но пути назад уже не было. Этот побег был не только для того, чтобы спасти льва. Она хотела спасти и себя тоже. Грузовик из приюта ждал его. Она открыла дверцу клетки. Уилл не сразу почувствовал себя свободным. После стольких лет, проведенных за решеткой, внешний мир обрушился на него как ураган. Ослепляющий дождь, мерцающий свет, громкие звуки. Это было уже слишком. Он ничего не узнавал. С каждым шагом его охватывала паника. Но каждый раз, когда страх нарастал, он оглядывался в поисках Сары. Она все еще была там, промокшая и дрожащая, и жестом показывала ему, как пробираться сквозь беспорядок. Ее присутствие было единственным, что удерживало его на ногах. Его лапы скользили по мокрому асфальту, незнакомому и холодному. Цирковые запахи сменились новыми, ошеломляющими. Каждый звук казался опасным. Здесь, но каким-то образом, шаг за шагом он продолжал идти. И вот они добрались до цели. Грузовик, приют, безопасность. Тихо позвала Сара, направляя его в темное помещение. Это было похоже на еще одну тюрьму, еще одну ловушку. Инстинкты Уилла кричали ему держаться подальше. Внутри пространство снова сомкнулось вокруг него, только по-другому. Сара забралась внутрь, рядом с ним.
Она натянула на него несколько грубых одеял, укутывая его как ребенка, прячущегося от чудовищ. Ткань пахла странно, землисто и тепло, смешиваясь с запахом Сары и его собственным. Это немного успокаивало в этом хаосе. Грузовик рванулся вперед. Каждый удар отдавался толчками в его измученном теле. Ему. Снаружи, сквозь металлическую оболочку, донеслись сердитые голоса, крики замешательства, затем резкий вой сирен. Он не убегал, за ним гнались. То, что он решил дать отпор и убежать, стало преступлением. Рука Сары коснулась его головы, холодная и дрожащая. Сначала она едва коснулась его, затем ее пальцы нежно погладили его ухо. Ее рука дрожала, дыхание перехватило от волнения. Но то, как она прикоснулась к нему, дало ему возможность за что-то ухватиться. В тот момент это было все, что у него было. Поездка превратилась в сплошную череду остановок и стартов. Время потеряло всякий смысл, и когда грузовик, наконец, остановился окончательно, воцарилась оглушительная тишина. Уилл провел годы, прислушиваясь к шуму клеток, кнутов и толп. Но эта тишина, это безмолвие было гораздо более тревожным. В нем могло скрываться что угодно. Сара все еще была здесь. Она не ушла. Она оставалась рядом с ним, единственная знакомая вещь в мире, который вышел из-под контроля. Затем послышался металлический скрежет открывающейся дверцы грузовика. Внутрь ворвался холодный воздух. Паника волной захлестнула Уилла. Сара попыталась уговорить его выйти. Каждая частичка его существа хотела повернуть назад, забиться поглубже в угол и исчезнуть. Но ее прикосновение к его боку было твердым. В ее пожатии было что-то, чего он не понимал. Своего рода обещание. Не безопасности, а чего-то лучшего, чем то, что он знал. Уилл медленно вышел наружу. Его глаза, привыкшие к слепящему свету и затененным теням, с трудом привыкали к мягкому сиянию луны. В темноте вырисовывались странные и неопределенные очертания. Запахи были еще более ошеломляющими. Мокрая грязь, свежие растения и, что хуже всего, запах других львов. Не артистов. Настоящих? Его разум наполнился предупреждениями об опасности. Это были не компаньоны, они были угрозой. Тело Уилла напряглось, каждый мускул снова потянул его к грузовику. Но Сара удержала его на месте, тихо прошептав. Слова не имели смысла для него, но ее тон — да. Она просила его доверять ей. Там. Шаг за шагом они продвигались вперед, в неизвестность. Он часто спотыкался, наступая на все, что не было металлическим. Ощущение настоящей почвы под его лапами было таким странным, что почти причиняло боль. Сердце громко стучало в груди при каждом неуверенном шаге. Затем в темноте открылось пространство, поляна, залитая бледным лунным светом. Свет. И там, в ожидании, были другие. В тени поблескивали глаза. Тела тихо двигались, наблюдая за ним. Любопытные, осторожные. Рычание было низким и ровным. От этого звука Уилла охватил ужас. Он съежился рядом с Сарой, шерсть встала дыбом, ребра напряглись. Открытое пространство казалось слишком большим, слишком незащищенным. По крайней мере, в своей клетке он знал, откуда исходит опасность. В каждой тени этого места таились угрозы. Он хотел убежать обратно в маленький, знакомый ему мир, который он ненавидел, но, по крайней мере, понимал. Появилось еще больше людей, но эти были другими. Ни кнутов, ни криков. Они не толкались и не смеялись. Они шли медленно, держась за руки и понизив голоса. Уилл не дрогнул. Еще нет. Сара наклонилась поближе и, услышав, прошептала: «Все нормально, я здесь». Один из мужчин, постарше, с добрыми глазами и глубокими морщинами, прорезанными годами, подошел ближе. Он присел на корточки во влажной траве и протянул Уиллу кусок мяса. Его запах преодолел страх. Это был не просто голод, это было стремление к чему-то лучшему. Но годы жестокого обращения научили его никогда не доверять подаркам от людей. Снова. Тем не менее, Сара взяла мясо и поднесла его поближе. На этот раз ее рука не дрожала. Медленно, скованно Уилл шагнул вперед. Он взял блюдо из ее рук. Оно мгновенно исчезло, но дело было не в еде. Это означало нечто большее. Они давали, они требовали. В этот простой момент что-то приоткрылось. Уилл не понимал, что такое убежище. Еще нет.
Это не стало бы раем за одну ночь. Свет. Это был новый мир со своими опасностями, и он не был готов к этому, но он больше не был одинок. Но по мере того, как его тело отяжелело от усталости, Уилл начал замечать кое-что другое. Здесь не было ни решеток, ни замков, и в этом маленьком промежутке свободы пустило корни что-то новое. Это было не так уж сильно, едва уловимое чувство, но оно было как далекая звезда в ночном небе, до которой трудно дотянуться, но она реальна. Дни тянулись медленно, а ночи были еще хуже. Рев эхом разносился в темноте, и от каждого звука его охватывал страх. Единственным, что удерживало его на земле, была Сара. Ее тихие визиты давали ему что-то знакомое, за что можно было держаться. Сон приходил урывками, всегда легкий, всегда осторожный. Он не мог отпустить ее, пока еще нет. Работники приюта не вмешивались. Они приносили еду и воду, но никогда ни к чему не принуждали. И постепенно страх понемногу рассеивался. Теплые солнечные лучи проникали в его шерсть, ветерок доносил запах далекого дождя, и, что самое удивительное, другие львы. Они не выглядели сломленными, в их походке чувствовались сила и непринужденность. Их головы были высоко подняты, а тела сильны. Вещь. Наблюдение за ними всколыхнуло что-то глубоко внутри него. Во время одного из визитов Сара, должно быть, почувствовала перемену. Она не произнесла ни слова. Она просто сидела рядом с его вольером, тихая и невозмутимая. Затем медленно потянулась к калитке. Она со скрипом приоткрылась. Сердце Уилла заколотилось так сильно, что стало больно. Открытое пространство за окном показалось ему более опасным, чем что-либо прежде. Это была свобода, но это также означало, что он покинул единственное безопасное место, которое знал. Он посмотрел на проход, на людей, стоявших поблизости, затем снова на Сару. И что-то внутри него прояснилось. Та часть его, которая отказывалась сдаваться, та часть, которая выжила, восстала. Его нога дрожала, но он шагнул вперед. Одна лапа коснулась мягкой травы. Она была настоящей, не соломенной, не металлической. Он приготовился к худшему. Крик, удар, что угодно, но ничего не произошло. Он шагнул еще раз, и снова. Трава касалась его живота. Он заморгал от яркости неба. Он едва мог видеть его сквозь слезы. Сара тоже плакала, а рабочие перешептывались между собой, широко раскрыв глаза от изумления. И вот настал момент, когда раздался звук, который так долго не раздавался. Уилл зарычал. Звук был грубым, глубоким и потрескавшимся от многолетнего молчания, но он разнесся по воздуху. Затем он упал на землю и покатился, покрывая свой мех зеленью. Он вдохнул запах земли и листьев и позволил себе почувствовать его. Не страх, радость. Он побежал. Не для того, чтобы убежать, а потому, что мог. Другие львы наблюдали за ним, но не остановили. И в этот момент он все понял. Они тоже выздоравливали. Они не были врагами. Они выжили, как и он сам. Небо простиралось над ним. Земля была твердой и мягкой под его лапами. И впервые в своей жизни он по-настоящему почувствовал, что значит быть живым. Его рев раздался снова, полный и яростный рев, который означал «я все еще здесь». Годы спустя на ранчо Дос-Номос все еще говорили об Уилле. Теперь он был старше, медленнее, но в его походке чувствовалась спокойная сила. Шрамы все еще были на месте, напоминая о том, через что ему пришлось пройти. Но его глаза по-прежнему ярко горели. Они называли его царем святилища. Не потому, что он правил в страхе, а потому, что он прошел через огонь и обрел покой. Его любили. Он был дома. Знаете ли вы о таком диком животном, которое получило второй шанс, как Уилл? Напишите историю в комментариях. Мы с удовольствием ее прочтем. И если эта история тронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться. Увидимся в следующем выпуске.